Что для вас клятва Гиппократа? Медицина – это вне политики всегда было. И вне расовое. Если он смотрит на тебя и просит помощи от тебя, почему я должна уйти и оказать ему? Он человек, да, он враг. Он убивал окружающих, он, может, родню мою кого-то убил. Да, может быть, там действительно и дети страдали, и мужчины, и женщины, все страдали. Но в данный момент он нуждается в помощи. Пусть он враг, да. Вот я его вылечу, а судит его уже другой закон. Есть судья у нас закон, а есть судья у нас наверху. Вот он всех судит. И меня будет судить потом. Вот ты была рядом, а ты мне оказала помощь. А совесть у тебя есть? В медицину я пришла по призванию своему. У меня мечта была быть, именно работать в медицине. Бабушка у меня вообще была таким целителем, которая видела, что человеку нужно помощь оказать. Она лечила и сотрясение мозга могла, и испуг могла вылечить, и позвоночник поправить, и вот это, да. Ну, то есть у вас призвание в крови? Да, оттуда все. Оттуда все. Я правильно понимаю, что когда поступали в университет, вопросов вообще о выборе профессии не было? Нет. Я закончила наше Тюменское медицинское училище сначала, да. Но начинала я не в училище пошла. Угу. Я пришла в больницу работать санитаркой. Сколько было лет? Мне было только 17, я только закончила школу. Я говорю, вот скажите, пожалуйста, я хочу прийти и работать у вас здесь хотя бы санитаркой. Я проработала только месяц, а потом меня медсестрой поставили в чистую перевязочную. Уже. Не имея еще диплома, не имея никаких правил. Со мной работала именно медсестра там. Но она мне сделала такой допуск, я выполняла все функции вместо нее. Она только была моим руководителем, моим учителем. Но у вас всю жизнь как бы вашу сопровождают именно горячие точки, войны. А что было первым испытанием? Первое испытание, я даже не думала, что я в Афганистан поеду. Пришла женщина, она работала именно в отделении, 4-е отделение мобилизации и комплектации в нашем Ленинском военкомате. И она, когда увидела меня и видела, как я работаю, говорит, а ты не хотела бы в Афганистан призваться? Я говорю, а как это, разве можно? Говорю, да ты же я говорю, военнообязанный, да, у меня военный билет, все это есть. Приходи к нам в военкомат, мы с тобой поговорим, и документы оформим, и мы тебя отправим. Я понимаю, что надо, да, что есть такое слово, оно как бы не обсуждается, и это долг. Страшно было? Вот просто вот как человеку страшно было? Сказать честно, нет. Сначала нет. Сначала нет. Я видела, что там война. Но я не думала, что у меня это так будет... Не ожидала, что меня коснется вот это, именно меня. Я ехала туда работать и помогать людям, помощь оказать. А то, что там война, ну ладно, война. Ну, представлений особых не было? Не было. Я как-то думала, ну, еду я туда. Ну, если в случае что-то получится, да, может, меня убьют. Ну, значит, так надо. Значит, судьба у меня такая. Ну, я как-то об этом даже не задумывалась. Угу. И когда мы туда прибыли, первый раз, кстати, летела на самолете Ил-76, когда там сидели воины ВДВ, стояли 2 БТРа, я, конечно, была удивлена. Такой самолет, и посадить туда еще и БТРы, и да еще такие люди, там все военные. Для меня это было ново. Но человек еще совсем молодой, мне всего-то было только 25 лет. Перевели меня уже в хирургическое отделение, в сам основной центральный военный госпиталь. В центре города был в Кабуле. За забором были мы, но в палатках. Вот мы сидели под дувалом, да, у нас вот огорожена была вот такая стена толстая, глинобитная она. Из сырца сделана вот этот забор.
И все было опутано у нас колючей проволокой. И проволока, знаете, вот эта путанка, она как похожа на паутину паучью. Она такая тонкая, но если в нее попадешь ногой, из нее выбраться вообще невозможно. Угу. И по краям еще у нас вот наши ребята, вот ВДВ ребята, которые служили, они нам ставили сигнальные ракеты вот эти. Если даже кошка пробежит мимо, она начинала стрелять. Ну вот эти первые прошли вот эти моменты адаптации, да? Какое было восприятие? Вот все, вы приехали, вокруг уже раненые, военные действия. Какие ощущения? Тяжело было. Ситуация очень тяжелая была. Во-первых, вы знаете, сказать сейчас об этом, такое ощущение было, что ты попал в Отечественную войну. Те же кровати, те же одеяла, те же простыни, те же вши, скажем так, да. Это нелицеприятно, но это было. Это та же грязь. Пыль, во-первых, Афганистан. Там, если когда начнет дуть Афган, ветер такой, он несет такую пыль, как мука. Мука. И сколько бы ты ни мыл, сколько ни убирал, она слоями садится. Оперировать, работать в таких условиях очень трудно. И такие условия повторились у нас, когда я была в Чечне. Та же самая история. Пыль, как мука. Это очень трудно. И чтобы защитить пациента, раненого, больного, чтобы у него не было последствий, осложнений, мы несколько раз промывали, мы в течение 2-3 суток ставили специальные капельницы, промывали раны, чтобы не образовалась гангрена. Угу. Вот таким образом работали. Жутко было сначала. Я плакала много. Плакали? Очень много плакала, потому что умирали на руках, было такое. Во-первых, инфекционные заболевания, там вообще косило, гепатит, брюшной тиф. А там же еще вода, да, которая наши не привыкшие. Хлорированная, Да. сплошной хлор, это пить ее невозможно. Мы ее кипятили, пили кипяченую только, хоть чтобы немножко испарилась запах, и чтобы не было, очень тяжело было. Питание было тогда не очень хорошее. Предотвращали очень много нападений на нас. Но одно нападение, они, даже два, они не смогли огородить нас, потому что выстрел был из машины, система «Град». Тогда уже была эта система «Град». Страшно. Да, они стреляли и попали в наш модуль, где мы жили. Хорошо повезло, что там только 3 человека было, остальные все были на службе в госпитале, уходили на работу. Там раненый тогда поток у нас был, и мы все не жили в этом модуле, да. Они были практически пустыми. Но девочки наши пострадали, ранения были тяжелые очень. У одной практически этот снаряд попал в эту комнату, где на соседней кровати вообще вся сгорела. И хорошо, вот Аллы там не было. А вот где Гала у нас лежала, вся она была в осколках, и у нее был нестрельный перелом обеих голеней. Она выжила? Ну, конечно, мы же спасли ее. Как вся бригада там собрались, давай работать, осколки убирать. Самое тяжелое было вот оперировать ноги, собрать. Там же сразу вот аппараты поставили на вытяжение ее, и она у нас 1,5 месяца на вытяжении лежала. Были жуткие моменты. Какой был самый страшный момент? Страшный момент, когда у нас начались внутренние потери. У нас украли автобус с нашими сотрудниками, но это из другой части. Ну, слава богу, не в госпитале, а военная часть. Они из одной части в другой переезжали. И этот автобус украли со всем содержимым. Вот. У нас женщин погибло, потеряли мы 58 человек женщин только во время всей вот этой кампании. Украдено 15 человек женщин в рабство. Остальные все, кто подорвался, кого застрелили, кто... Вот такие моменты тоже были. Женщин, потери тоже были очень большие. Так что были, на руках люди умирали. Ну, всякое было. Тяжко было, конечно. Мы все плакали. Вы представьте,
Привезли молодого мальчика, 2 метра ростом, ну, ВДВ же в основном, да? А он на столе умирает. Красавец, плечи широкие, глаза голубые. Ему только всего еще 19 лет, а его уже нет. Что помогало вот морально справляться? За что внутри себя держались? Морально было то, что мы делали работу. И мы помогали, и мы друг друга поддерживали. Кто-то плакал, бывало, что вот человеку плохо, мы помочь ничего не можем. Друг друга поддерживали, письма писали, песни пели. Кому писали письма? Домой. Ну, с кем в основном переписывались? Ну, у меня же еще семья тогда была. Писала я маме, папе, бабушке вот писала, своим подругам я писала. Как они отнеслись к тому, что дочь на войне? В шоке были. Отговаривали? Ну, сначала... Нет, мы собрали круглый стол. Я когда им уже объявила, что вот у меня через неделю будут документы, я ухожу на фронт. Папа сидел и говорит, какой фронт? Я на фронте был. А ты куда? Я говорю, в Афганистан ухожу. Ну, там слезы, все. Я говорю, ну, вы просто забыли, наверное, что я медик. Я не могу не пойти туда. Но ведь есть же... А я говорю, а никто, кроме меня, не может. Значит, я должна идти, раз мне дали вот такое право. Извините, что я с вами сначала не посоветовалась, а только поставила перед фактом. Но я поеду, вы меня извините, конечно. Был какой-то внутри критический момент, после которого стало, ну, не то чтобы проще, но как-то уже легче это все воспринималось. Да, война, да, люди умирают, да, с этим ничего не поделать. У нас критических моментов было очень много, но поддержка была, знаете, какая? Мы, во-первых, друг друга поддерживали. У нас были в команде выздоравливающих музыканты, поэты, певцы. Мы ставили спектакли силами своего госпиталя. К нам приезжали артисты, к нам приезжал несколько раз Кобзон, к нам приезжала Эдита Пьеха. Влюблялись? Да. Как же жизнь-то, она идет, и мы же люди. Ну, скажите. А человеческое никому не чуждо, я хочу сказать. Да, у меня там, я познакомилась, старший лейтенант авиации, он летал на вертолете. Сергей Захаров. Сергей Иванович Захаров. Но, к сожалению, он погиб. Выполняя задание, он был командиром вертолета, их подбили. Это в Афганистане? Да. Вот в первую эту войну, да? Ну вот в эту войну, когда мы собирались с ним соединиться уже, когда прибудем на Большую Землю, ну, в Союз. Ну, вот не судьба. А как вы познакомились? А он после ранения, он лежал у нас в госпитале. Я с ним познакомилась. Вы его спасали от ранения? Ну, не только я, все. Ну, общались. Потом, когда ему уже получше стало, он уже собирался уходить в часть свою, да, он был в Баграме. Вот когда он туда собирался уходить, в свою часть, он ко мне подошел и сказал, ты не думай, что я совсем ухожу. Как только возможность будет, я прилечу сюда. Как вы пережили смерть любимого человека? Ну, как человек может пережить смерть любимого человека, близкого человека? Вы там все страдали, не одна я. То, что я, конечно, в душе это все, мне так было очень плохо, мне было очень тяжело. Но мне это не сказали сразу. Они сначала меня подготовили. А как, говорит, сказать ей? Она его ждет. Вот так. Ну, пережила, а что делать? У меня до сих пор фотографии его есть, и все. Вот это. Иногда вспоминаю, смотрю. Я даже его нашла в интернете. Вот такой-то, такой-то, да. На его родине он в Чебоксарах жил, памятник ему поставили. Но он в списках со всеми там. А вы были там, да? Нет. Нет?
Ну, как я приду к его родителям и скажу, что я вот такая-то такая, это вроде как не принято, тем более, что еще не признанная была. Если бы мы с ним приехали на Большую Землю и пришли к ним и сказали, он бы сказал: мама, папа, это вот моя невеста, то, конечно бы, а так война есть война. Вы до сих пор его любите? Да, я его часто вспоминаю. У меня есть его стихи, что он посвящал мне, поздравил меня с днем рождения, вот эти все письма, они у меня лежат. Я же не могу это все куда-то спрятать и сжечь там или нет. Это память, это память. А человека, если нет вчера, нет истории, у него нет будущего, это я прекрасно знаю. Сколько вы проработали в том госпитале? Я там проработала 2 года. И потом вернулись сюда? Потом я вернулась на родину, я потом снова работала в больнице УВД. Угу. Ну, там проработала какое-то время. Как вы вернулись? В каком состоянии? Вы знаете, я год спокойно спать не могла. Я все время работала. Я все время воевала. И каждую ночь у меня был госпиталь. Все время был госпиталь. Я все ночи работала. То есть первый год вы вообще не могли себя прийти? Мне было очень трудно. А почему вам вернуться туда хотелось? А понимаете, я, например, хочу сказать, что человек, который переживает вот эти такие моменты, да, у него человек выявляется, у него все его качества. Если он хороший человек, он будет всегда хорошим. Угу. Если у него внутри есть что-то, червоточинка какая-то, она сразу выходит. И человек, который имеет черноту в душе, он в таких условиях жить не будет, и он никогда работать не будет. У нас тоже очень много отсеялось. А те, которые люди добрые и которые дают добро, несут добро. Они хотят быть там, где человеку плохо, где тяжело, оказать помощь. Вот почему меня влечет вот такое. Такое призвание. Приходилось за эту войну помогать вражеской стороне? Да, приходилось. Расскажите. Отец главного маджахеда, сейчас не могу сказать, но он был, я хочу сказать, он главенствующий был, занимал первое место тогда в Афганистане. И его банда очень хорошо играла там. И получала она буквально первое место по борьбе с нами, скажем так. Но когда случилось у него горе в семье, он отошел вот, от таких боев, да, он пришел, обратился в наше посольство. За помощью? Да, помогите, говорит, моему отцу. У меня папа умирает, ему так плохо, но я знаю, что в Шураве очень хорошо работает, и медицина на высоком уровне. У вас отношение человеческое. Ну и все, и к нам привезли его отца. Каково помогать другой стороне? Вы знаете, медицина – это вне политики всегда было. И вне расовые. У нас нет национальностей, у нас нет полов. У нас все люди, просто человек. Мужского, женского рода он. Национальность какая у него, раса какая у него, рыжие, белые, черные, роли никакой не играет. Медицина – это вне политики, так же, как и культура. Они должны быть вместе все. Вот я всегда говорю, если человеку плохо, не смотри, что он женщина, мужчина или он черный-белый. Окажи в первую очередь ему помощь. А потом уже будем разбираться, какой он политики. Ну, то есть не терзают ничего, ни Нет. сомнения? Нет, абсолютно нет. Что для вас клятва Гиппократа? Сказать о том, что ты предан своей профессии, предан людям, и ты в этой клятве читаешь то, что у тебя в душе. Не то, что тут написано, а ты выкладываешь то, что у тебя на сердце, и то, что у тебя в душе, вот туда выкладываешь. И это все отражается, обратно возвращается. А можно ли оставаться врачом, если врач на войне считает, что это враг,
и я не буду ему помогать, потому что мы воюем, и враг должен умирать. Нет. Он, во-первых, уже лежит, он без оружия. Он такой же, как я, он безоружный. Если он смотрит на тебя и просит помощи от тебя, почему я должна уйти и оказать ему? Он человек, прежде всего он для меня. Да, он враг. Он убивал окружающих, он, может, родню мою кого-то убил. Да, может быть, там действительно и дети страдали, и мужчины, и женщины, все страдали. Но в данный момент он нуждается в помощи. Пусть он враг, да. Вот я его вылечу, а судит его уже другой закон. Есть судья у нас закон, а есть судья у нас наверху. Вот он всех судит. И меня будет судить потом. Вот ты была рядом, а ты ему не оказала помощь. А совесть у тебя есть? Но это была не единственная ваша война. Все-таки вы вернулись в военно-полевые условия. Да, я вернулась в 2000 году. Меня уже призвали. Сколько вам уже было лет? О, я уже была взросленькая. Мне уже было 42 года. Это вот после той войны было потом 42 года? Да, мне уже было 42 года. Меня призвали в военкомат, пригласили и спросили, вот нам нужны такие специалисты, как вы. Это уже вторая чеченская, это был 2000 год. Угу. Это был февраль месяц. Как самый разгар войны. Условия были жуткие. Пыль, грязь. А это территория Ханкала, населенный пункт. 1,5 километра всего от Грозного. Но вокруг поля уже эти все были заминированы. И мы вот на этом пятачке здесь остались. А батальон-то как столбы поставили, колючкой обтянули, внутри палатки поставили. И все. И начали работать. Жутко было. Инструментов не хватает, материала не хватает. У нас больных и раненых поступало по 200 с лишним человек за сутки. В день? Да, сутки. Их же надо всех обрабатывать. А потом началась эпидемия дизентерии. Это вообще ад кромешный начался. На улице жара. В мае месяце уже жара. Потом попали мы под такой ливень. 3 суток лил ливень. Все у нас залило. Все наши аптеки утонули. Все это у нас чуть не... Вы давайте все это вытаскивать, все это сушить, обрабатывать. Но становление и тут такая же, вот как Отечественная война, продолжение у нас. Та же история была. А вам тяжелее было, чем в первую? Здесь тяжелее было. Тяжелее, да? Да. Именно по условиям? По условиям. Там как-то все было, знаете, да, тяжело тоже было, но как-то было вот немножко по-другому. А здесь вот была настоящая такая война именно в этих условиях, но она была непонятной. Угу. Непонятна была многим. Сама по себе как то, что происходит война? Ситуация была непонятная. Вроде бы война, вроде бы мы уже советское время, пусть мы уже разделились, у нас Россия, мы боремся за свою тоже, за своих же людей, за свою территорию, деремся на своей земле, но понятия этого нету. А в этот раз на госпиталь нападали? Нас обстреливали, савушки стреляли, и тем более, что Грозный, что тут 1500. Там война ходуном шла. Морально было в этот раз проще? Уже привыкли? Нет. Здесь морально было тяжелее. Во-первых, раненых поступало много, в разы больше, чем там, что я в Афганистане работала. Я же говорю, здесь если по 200 с лишним человек поступало. И потом у нас подрывы были постоянно. У нас же привозили солдат, офицер буквально без рук, без ног были вот такие моменты даже. И у нас боевики один раз смертники заехал на машине, блокпост было, наши ребята стояли, ОМОНовцы. Сразу ранило. Там на месте погибло, я вообще считать не буду. К нам поступило больше 140 человек сразу в одну ночь.
Это из-за смертника? Да, смертник заехал туда, он сам себя подорвал, а у него в машине было уже все заложено туда, все орудия. Вот это был первый случай, через 2 недели. Второй случай был нападение, тоже смертник был. В Моздоке таким образом взорвали госпиталь наш. Там очень много у меня друзей погибло. Там погиб наш хирург Василий Васильевич Назарчук. Целый госпиталь. 2 этажа. Тут палатки еще стояли. Жутко. Это было жутко. Сколько вы времени там провели? Я там пробыла 5 лет. 5 лет? Вообще ни разу не возвращались? Ну, почему я в отпуске была раза 3, наверное. И все там служила. И все-таки 5 лет. Каково 5 лет провести в таких условиях? Ну, первое время было тяжко, а потом уже, когда немножко быт налаживаться стало, уже полегче стало. Но раненых меньше не стало. Самый тяжелый момент был, когда у нас подорвали вертолет Ми-26. Он сгорел у меня на глазах. Я шла с госпиталя, и я вижу, летит ракета. А это вот это ПЗРК, которая, да, игла она еще называется. И она влетает вот в этот вертолет. А вертолет уже шел на снижение, он садиться собирался на аэродроме у нас на Ханкале. И в него попадает вот эта ракета ПЗРК. Она у меня на глазах летела. Я видела, откуда она летит и куда летит. Я бегом, я чуть там не запинаясь, бегом бегу, говорю, быстрее, быстрее, дежурному, звони в пожарную часть, звони всем. Вертолет подбили. Живых осталось только 15 человек, остальные все сгорели. А сколько там было человек? 135 человек. Это было на моих глазах. Вот это был шок у нас. Мы не могли долго отойти. Потом подорвали еще 3 вертолета. Но те маленькие Ми-8, но все равно там тоже погибли. Были ли схожие случаи с той ситуацией, которая была в Афгане? Именно когда вы помогли вражеской стороне. Были ли такие за это время? А что было? У нас недалеко от нас были колодцы. Мы оттуда брали воду. Водопровода же нет, у нас машина подъезжает, 5-тонник у нас был, 3-тонник. Они ездили вот на эти колодцы, набирали воду, привозили нам, потому что воды нужно было много. Вот. В один прекрасный момент они туда приезжают, а там пена. Ну, поняли, что вода отравлена. Поехали на другой колодец, там та же история. Но нашли 3-й колодец, там вода нормальная была, привезли оттуда. Но они же отравили колодец в селении. Люди там жили, которые отравились. Но там же люди жили именно... Чеченцы не те, которые нас уважают, там, относятся к нам лояльно, да, а именно душманы вот эти, да, боевики, половина из них. Ну а что делать? Помогать-то надо. Мы их, сколько, кто выжил, кого могли спасти, мы забирали к себе, мы батальон привезли, мы их лечили, откапывали. А что они говорили на вашу помощь? А что нам показывали? Нелицеприятно. Вы представьте, мальчику 15 лет, и он говорит, я на ноги встану, я вернусь к себе в отряд, я вас всех убью. Но вы все равно продолжаете помогать. А ну а как? А каково вообще врачу это слышать? Ну, неприятно, конечно, но воспринимаешь это как должное. Обижались, и все было. Но умылся и дальше пошел. И работаешь. А что делать? Да, вы настоящий врач. Вы вернулись, вам было уже, получается, 47, да? Нет. Сколько вам было, когда вы вернулись в обычную жизнь? Я оттуда вернулась в 5-м году, и я вернулась в Ростов. Медицинский отряд специального назначения. Вот я там уже служила до самой пенсии. То есть вы уже дальше связали себя? Я дальше служила. Это уже медицинский спецназ. Он находится в Ростове, на территории окружного госпиталя. Мы там служили. Тут тоже вот, выезжали,
работали. И вот когда в Беслане произошел вот этот случай, ну тогда я была еще в Чечне, а вот эти девушки, к которым я пришла потом служить, они вот в Беслане потом. Потом госпиталь, когда взорвали, они тоже вот там замещали вот этот госпиталь уже на территории аэродрома в Моздоке. А я еще служила в это время в Чечне. А потом вот к ним пришла служить уже медицинский спецназ. То есть вы уже полностью жизнь связали именно с Да, я уже кадровая делом. военная уже была, и на учениях, и везде медобеспечение, и в госпитале дежурили, мы помогали, в свободное время было, если у нас не выезжали мы никуда, то мы работали в госпитале. Помогали своим, скажем, коллегам. Как на вас войны все эти повлияли? Или никак? Или как-то вы остались самой собой? Ну, знаете, на внутренний мир меня, наверное, спасает мой мир. Чем? Я очень люблю музыку. Очень люблю читать. Когда мне очень плохо, я включаю Баха. И слушаю все его клавиры. То, куда уклон у кого какой, да. У нас очень много было, спевались, да, я не отрицаю. Не выдерживали? Не выдерживали. Я прошла все 4 эти войны и видите, жива. Были моменты, когда, ну, прям вот внутри себя хотелось, ну, не знаю, не то чтобы хотелось, казалось, что все, это вот все, предел. Но мне бывает предел сейчас. В данный момент бывают моменты, что очень тяжело. А с чем они Потому что человек, когда одинок, ему бывает очень тяжело. Но я когда прочитала высказывание философа, вот того же Омара Хайяма, да, он говорит, даже в одиночестве есть свой плюс и минус. Вот можно быть одиноким с кем-то всю жизнь, да, а можно быть самому одиноким, но не одиноким. Так же, как и я. Скажите, я правильно понимаю, что вы всю себя отдали вот долгу профессии, и после той истории вы не стали уже ни с кем связывать свою жизнь? Нет, я Или еще были жила, попытки? я выходила замуж, но тут история, может, я лучше про нее молчу. Я выходила за полковника медицинской службы. С ним я познакомилась в Чечне уже. Тогда-то я одна была, и замуж я не выходила. А здесь я встретила полковника медицинской службы. Мы с ним познакомились. Я увидела, что да, он нормальный человек. Я приняла его как своего. Да, то, что мне принимает моя душа. Но потом оказался не очень честным, не очень... Поэтому не будем об этом сейчас говорить. Пусть это будет на его совести. Так что... Но с тех пор я одна. Уже больше 10 лет живу одна. Но у вас есть близкий, насколько я знаю, брат вам звонил сегодня, волновался о вас. Мой брат старше меня, он на 5 лет меня старше. У него очень хорошая супруга, мы дружим. У меня есть 2 племянника, тут дети брата. Там ребятишки очень хорошие. У меня 2 подруги, с которыми я дружу со школьной скамьи. Кстати, а подруги или друзья вот с этих военных времен остались? Вы же только прошли вместе. Ну вот я общаюсь, у меня очень близкая подруга живет в Ростове, мы с ней в Чечне служили. Мы с ней целый месяц спали на одной кровати, потому что и негде было спать. С кем я служила, и у меня со всеми с ними есть связь. Мне кажется, после того, что вы вместе прошли, эта связь, она не может порваться. Она не может. И потом, знаете, это когда есть люди, которые прошли огни и воды и с тобой медные трубы, их нельзя потерять, и их забыть никогда невозможно. Ну, это вот служба на Кавказе. 106-й отдельный медицинский батальон во время войны был гвардейским. И нам по наследству достался значок гвардии. Это у меня 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Это воинская доблесть 1-й степени. А эти 2 медали воинская доблесть 2-й степени.
И 20 лет существования боевое братство. Это вот я в боевом братстве состою, ветерана Афганистана. Командир боевого братства служил в Афганистане, лежал в нашем госпитале, и я его обрабатывала. Мы случайно встретились здесь, в Тюмени, он меня по голосу узнал. Валентин Дмитриевич Глушко. Случайно я зашла в боевое братство, мне нужно было с ними познакомиться и встать на учет к ним туда, как афганцам. А я разговаривала с его замом, Иваном Владимировичем. Мы стоим вот так вот разговариваем, а сзади подходит и говорит: ты, дорогая, давно здесь в Тюмени живешь? Меня спрашивает. Я говорю: так я здесь родилась. А давно ты меня резала? Ты же была в Афганистане? Я к нему поворачиваюсь. Да, говорю, была. Так ты же, говорит, меня резала. Я тогда раненый был в вашем центральном госпитале. Я тебя, говорит, по голосу узнал. Да твои руки, говорит, я никогда бы не забыл. Это просто судьба была такая. Мы с ней встретились через столько лет.